Всем привет! Меня зовут Наталья Учелькина, и я решила исследовать ближайшее Подмосковье на электричке. Выезжали мы с вами с Белорусского вокзала с помощью, опять же, электрички. Если ехать своим ходом, то это самый удобный способ добраться до разных городов Подмосковья. Знаете, что самое удивительное в этой поездке? То, что мы уже приехали. Выходим из вагона. Выходим быстро выходим. Быстрее. Это станция Звенигород. Так, первая задача. Выйти из станции. Вторая задача. Сесть на автобус. Третья задача – доехать до Звенигорода. Великолепно! Станция Звенигород находится в отдале от самого города. После приезда можно сразу прыгнуть в автобус и доехать до автобусной остановки Манеж, от которой и началось наше изучение города. Пока едем в автобусе, можно наблюдать красивые виды русской природы и поймать настроение жителей. Ну что, приехали в Звенигород? Ехали на электричке, на автобусе и наконец-то приехали на эту станцию, остановку Манеж в Звенигороде. Я вижу вдали купола. О чем это говорит? Ответьте мне в комментариях, пожалуйста. Ну что, мы идем по старому городу, старой части Звенигорода. Чем отличается старая часть от новой? От того, что тут старые домики. Мы пришли в Купчий двор. Здесь можно поесть, закупиться сувенирами. И в целом тут вроде как миленько. Мы еще и внутри не были. Сейчас узнаем. Первая точка по списку – это Купчий двор. Тут огромное количество сувениров, выполненных местными мастерами, на которые можно поглазеть.
Кстати, Звенигород еще называют российской Швейцарией, потому что тут прекрасные маленькие домики, похожие на домики Швейцарии. Хотя я там не была, но представляю, что она выглядит именно так. Но если знать, что Звенигород был основан в XII веке, а сама Швейцария в XIII веке, то тут складывается вопрос, что из этого настоящая Швейцария? Напишите в комментариях. Мы находимся в городе Звенигород. Почему у него такое название, я понятия не имею. Возможно, что-то связано со звоном. Динь-дон. Итак, мы с вами зашли в парк. Первое, что ощущается, это свежайший воздух, прохладный. Мне еще дико повезло, точнее, нам с вами дико повезло с погодой. Выходит солнышко раз в 20 минут. Вроде жарко, вроде прохладно. Великолепно, я считаю. Великолепно. Знаешь, что очень удивило меня с первого взгляда? То, что дорожку сделали поверх растений, растительности. Тут как будто бы не затронута природная составляющая, и поверх просто сделали, положили место, где можно ходить, пространство, где можно вот так вот пройти, как я сейчас иду. Хоть задом, хоть передом. Можно боком. Удивительно, не правда ли? Мы шли по Малиновому оврагу, я ощущала приятную лесную свежесть, и в мыслях было, почему же этот овраг назвали Малиновым? Я предполагаю, потому что тут растет много малины. И вроде действительно видели где-то пару кустов. Я долго не могла понять, почему тут зеркальные стены, но оказалось все очень и очень просто. Все потому, что тут закрывают трубы. Очень классная идея, я считаю. Гениально, согласитесь? Сейчас будет необычное чудо. Вау. Вот это чудо! Сейчас мы с вами находимся у дома Антона Павловича Чехова. Он здесь прожил какое-то время и занимался врачебными практиками. Он принимал в день около 30-40 человек. Этим человеком восхищается мой оператор, потому что он был таким трудягой, что просто невероятно. Плюс еще писал прекрасное произведение, которое вы, скорее всего, знаете. «Вишневый сад», «Дама с собачкой» — одни из, которые мы проходили в школе. Вообще вся наша прогулка проходит в спокойном и размеренном темпе, который создает природу вокруг. Мы идем через высокие деревья, и есть в этом городе популярная липа Чехова, точнее пень, ведь липы теперь нет. Она не выдержала погодных условий, и вообще там у нее куча болезней было, поэтому остался только пень. Это была вековая липа, под которой отдыхал Чехов, возможно, после трудного дня, когда помогал своим пациентам. Ведь он был не только писателем, но и врачом, если кто не знал. Вот упала шишка прямо Мишке в лоб. Мишка рассердился и ногою топ. Одним из самых значимых памятников города является Успенский собор на городке, построенный в конце XIV века. Этот белокаменный храм является одним из шедевров древнерусской архитектуры и сохранился до наших дней. И, скорее всего, украшен росписями Андрея Рублева и Даниила Черного. Мы находимся на территории Савино-Старожевского монастыря. На территории этого монастыря Тарковский снимал свой великий фильм «Солярис». А
ощутите эти порывы ветра.